ОС. Внимание! Видео было сделано для публичного ознакомления с музыкальной игрой ОСУ. В этом видео узнаете все, что вам будет нужно, чтобы начать играть в ОСУ. Приятного просмотра! Привет, меня зовут Ричард, я среднестатистический игрок в ОСУ, который решил сделать видео о его любимой игре, любимой в твоих скобочках, но поскольку ты перешел на это видео, это значит, что ты хочешь знать больше об игре, чем обо мне. Так что я перестаю тянуть твое время и прихожу к сути. Видео будет разделено на 3 части. Первая часть историческая и информативная. В ней я расскажу о игре в целом, ее механике и интерфейсе. Вторая часть — твои первые карты из коры. В ней мы обсудим, как скачать свою первую карту, какие виды стиля игры есть, и что вообще такое система Performance Points, АКПП. И наконец третья часть — мультиплеер и некоторые термины. Ну, на этом вроде все, так что давайте начнем. ОСУ — это бесплатная музыкальная игра, разработанная одним человеком, а именно Дэном Пеппи Хербертовым в сентябре 2007 года. Игра состоит из 4 игровых режимов, а именно ОСУ Стандарт, ОСУ Тайка, ОСУ Кач и ОСУ Мани. Обычно, когда упоминают просто игру ОСУ, имеют в виду самый первый и основной одновременный режим — ОСУ Стандарт, про который мы сегодня и поговорим. Суть режима довольно проста. Есть круг, на круг нужно просто нажать, когда наружное кольцо дотронется до внутреннего круга. Слайдеры — это змейка из круга, на который нужно нажать и зажать курсор, доведя его до конца. Реверс слайдеры — это те же слайдеры, но только со стрелочкой назад, которая обозначает провести круг обратно до конца. Ну и спиннеры. Их нужно крутить. Да, не облажай. Также еще имеется 3 типа игровых модификаторов. Первый облегчает игру, вторые усложняют, третий особенные. Каждый мод меняет игру по-своему, но я слишком ленивый, чтобы рассказывать про каждый модификатор в этом видео. Но на всякий случай в закрепленном комментарии под роликом ты сможешь найти всю информацию про модификаторы. После того, как ты скачаешь ОСУ, к нему будет прилагаться обучение стандартный по картам. Чтобы скачать другие карты, тебе придется зайти на официальный сайт ОСУ в раздел с картами. Там ты сможешь настроить поиск под свой уровень игры и найти подходящую для себя карту. Также еще тебе придется скачать скин для ОСУ. Это файл, который заменяет стандартный пак кружков и цифр на более красивый и удобный. В описании я оставлю ссылку на сайт, где можно будет найти себе скин по вкусу и цвету. Давай я расскажу тебе немного про карты. Самое главное, что тебе нужно знать, тогда то, что они делятся на уровне сложности, который называется звезды. Чем больше звезд, тем сложнее карта. Также бывают рейтинговые карты, за них ты будешь получать performance points в зависимости от результата. Чтобы получить самый лучший результат и, естественно, наибольшее количество performance points, сокращенно ПП, нужно набрать максимальное комбо и наилучшую аккуратность. Стиль игры. Официальных всего 4 штуки, но я расскажу только про главные 3. Первый — только мышка. Мышь используется для наводки на круги, а кнопки на мышке используются для нажатия на круги. Второй — мышка и клавиатура. Улучшенный вариант первой стиля игры, только теперь ты нажимаешь на круги с помощью клавиатуры, что намного удобней. Третий — графический планшет и клавиатура. Используется почти всеми на профессиональном уровне благодаря своей точности. Если вы новичок, то для вас больше подойдет обычная мышка и клавиатура. Мышкой вы наводите на круги, а используя английские клавиши Z и X, нажимайте на них. Назначенные клавиши можно изменить в настройках игры, там же можно изменить и чувствительность мышки.
Мультиплеер. Как ни странно, но у ОСУ есть свои комьюнити. Именно это комьюнити иногда и проводит турниры с денежным призом. Ну или иногда и простые игры команда на команду. Или просто каждый сам за себя, где выигрывает игрок с наибольшим количеством очков, которые получаются в зависимости от аккуратности и комбо. И все это происходит на официальном сервере ОСУ Банча. Но также имеются неофициальные сервера ОСУ, как ОСУ Гатари от наших русских разработчиков со своей системой ПП и игроками. Теперь давайте расскажу вам про несколько терминов, которые будете часто слышать, играя в ОСУ. И первый термин — это джампы. Это круги, расположенные в большом расстоянии друг от друга. Пример джампов вы видите на вашем экране. Стримы — это длинная последовательность кругов с коротким промежутком, и советует поочередно прожимать с помощью двух кнопок на клавиатуре или на мышке. Опять же, пример на вашем экране. Чоук — это потеря комбо в последней части карты, что довольно досадно и грустно. Пас — это полное прохождение карты с любой аккуратностью. А вот уже фулл комбо или ФК — это полное прохождение карты, но обязательно без миссов. На этом все. Последнее, что я хочу сказать, это то, что как только ты скачаешь ОСУ, у тебя ничего не будет получаться, это нормально. Просто помни, что все сейчас, кто добились успеха и проходит сверхсложные карты, стремились к этому не час, не неделю и даже не месяц. Если тебе понравился ролик, то ставь, пожалуйста, лайк и комментарий.